Сегодня у нас будет особое космическое путешествие. Главное не забыть фотоаппараты и видеокамеры. Вы не удержитесь, чтобы не снимать все подряд. Мы отправимся в самые прекрасные места Вселенной. На ее бескрайних просторах красота принимает множество форм. Некоторые области яркие и красочные, другие темные и загадочные. Порой космические пейзажи выходят за рамки того, что мы можем представить, и им приписывают мистические свойства. Посмотрите на этот удивительный снимок НАСА. Многие пользователи соцсетей рассмотрели на нем руку Бога и так назвали фото. На самом деле телескоп NuSTAR запечатлел ветровую туманность пульсара B1509 в созвездии Циркуля. Она действительно похожа на руку синего цвета. Красное облако на конце пальца подогрето энергией пульсара и потому ярко светится в небе. В общем, картина получилась потрясающая. Сегодня мы осмотрим именно такие регионы мироздания. Как вам идея начать путешествие с самых маленьких небесных тел? Они, конечно, мало ассоциируются с символами красоты Вселенной. Однако некоторые зажигают в небе Земли удивительные фейерверки, которые одновременно восхищают и немного пугают. Это кометы, которые часто пролетают мимо нас и все время грозят обрушиться на Землю. Возможно, потому в древности многие народы считали появление комет плохим предзнаменованием. Сейчас в основном мир избавился от предрассудков. Мы знаем, что это просто небольшие небесные тела изо льда и пыли, которые вращаются вокруг Солнца по очень вытянутым орбитам. Правда, часть людей продолжает относиться к кометам с подозрением и наделяет их мистическими свойствами. Такая история случилась с кометой Хейла-Боппа, которую астрономы называют одной из ярчайших за последние десятилетия. Она так долго висела в нашем небе, что, казалось, останется там навсегда. В 1997 году люди наблюдали комету невооруженным глазом рекордный срок 18 месяцев. Это в 2 раза превысило показатели предыдущего чемпиона – большой кометы в 1811 году. Комета Хейла-Боппа представляла собой потрясающее зрелище. На пике приближения к Земле она сияла ярче любой звезды, исключая Сириус, а за ней тянулись 2 красочных хвоста. Одно время эти шлейфы можно было различить даже при свете огней больших городов. Первый из них, Ионный, отличался голубоватым цветом и имел направление в противоположную от Солнца сторону. Второй, Пылевой, природа окрасила в желтоватые тона и изогнула по орбите кометы. Но в чем заключался ее мистический флер? Возможно, из-за яркости длительного подхода к Земле комета стала предметом многих причудливых слухов и теорий. Так уфологи утверждали, что за кометой летит корабль пришельцев. Толчком к этому послужил один из фотоснимков кометы, на котором виден некий расплывчатый, слегка удлиненный след рядом с ней. Но потом эти слухи сошли на нет. А вот другая история закончилась трагично. Последователи нового религиозного движения «Врата рая» восприняли яркую комету как сигнал о конце света, и многие из них покончили жизнь самоубийством. Визит кометы Лавджоя в 2011 году прошел спокойно, хотя она была еще более необычной. Правда, на Земле ее видели только жители Австралии, а жаль, зрелище было уникальным. Ядро кометы сияло изумрудным светом и напоминала гигантский драгоценный камень. В целом комета выглядела яркой точкой с длинным светящимся шлейфом. Она очень быстро двигалась по направлению к Солнцу, преодолевая расстояние 600 км в секунду. Ученые были в восторге от Лавджоя не только из-за его красоты. Комета совершила поистине героический поступок. Она погрузилась прямо в Солнце, а затем, целой и невредимой, вынырнула из огненного океана светила. Хотя кое-какие потери были, но как раз они стали поистине драгоценными для астрономов. Под воздействием мощного магнитного поля Солнца форма шлейфа кометы исказилась, что позволило астрономам сделать выводы о строении данной части гелиосферы. Она недостижима для земных аппаратов, которые просто не выдерживают таких высоких температур.
а с Земли эти слои не видны, потому что излучают мало света. И напоследок небесное тело преподнесло астрономам еще один замечательный сюрприз. Любители вечеринок, внимание! Комета Лавджоя оказалась настоящей винной лавкой. Международная группа ученых впервые обнаружила в составе кометы молекулы этилового спирта и еще очень простого моносахарида. Раньше в кометах исследователи никогда не встречали эти вещества. Открытие было сделано с помощью 30-метрового телескопа Института радиоастрономии в миллиметровом диапазоне, расположенном в испанских горах Сьерра-Невада. Всего комета содержала молекулы 21 органического соединения. Подобный состав особенно интересует ученых в связи с вопросом о возникновении жизни на Земле. По одной из теорий, вещества, необходимые для зарождения органической жизни, могли быть занесены на Землю кометами. Но самые великолепные сияния в космосе вызывают метеорные потоки. Среди них выделяются ориониды, которые входят в атмосферу Земли на скорости около 238 тысяч км в час. В результате в ночном небе появляются длинные полоски света. Некоторые из них заметны около минуты. Обычно в пик метеорного дождя его горящие капли падают на Землю каждые несколько минут. Иногда они могут превращаться в большие огненные шары, излучая длительные мощные вспышки света. А затем оставляют в небе яркие шлейфы, которые видны в течение еще десятка секунд. Вот один из таких огненных шаров в атмосфере Земли во время метеорного потока Ориониды. Невероятное зрелище запечатлели на камеру любители космической съемки из Северной Америки в октябре 2022 года. Этот взрыв был не единственным. Ориониды оставляли после себя целые светящиеся поезда из раскаленных обломков после сгорания метеоров. Метеоритный поток Леониды еще интенсивнее. Он топит Землю настоящими ливнями из болидов. Леониды приходят к нам из созвездия Льва раз в 33 года, обычно с 14 по 21 ноября. Поток связан с кометой 55P Темпеля-Тутля, которая на огромной скорости 71 км в секунду посылает в атмосферу Земли почти белые метеоры. Самый грандиозный метеорный ливень наблюдался в ноябре 1833 года в США. В своих воспоминаниях очевидцы писали, что тогда небо было не видно за падающими на Землю светящимися болидами. В Бостоне они влетели в атмосферу с плотностью хлопьев снега во время бурана средней силы. Позже мощный метеорный дождь наблюдался в 1966 году, когда каждый час в небе сияло до 150 тысяч подобных космических скитальцев. В следующий раз Леониды обрушатся на Землю в 2031 году. Планеты и их спутники не горят в небе, как кометы, но тоже отличаются своеобразной красотой. Каждая из них по-своему уникальна. Некоторые украшают себя кольцами изо льда и камня, гигантскими струями гейзеров, сиянием облаков. Другие поднимают бури и кольцевые ветры, которые могут длиться веками и смотрятся из космоса как причудливые полосы или пятна. Мы знаем это в первую очередь по объектам Солнечной системы. Так близкая к нашей звезде Венера под плотным слоем шелковистых облаков скрывает удивительную внешность. На Венере настолько жарко, что ее каменистая поверхность, по словам астрономов, заметно светится. Ученые сравнивают явление с куском железа, извлеченным из кузницы. Оно и создает вокруг планеты сверкающий ореол. Или возьмем Юпитер. Он похож на гигантский полосатый арбуз, только в белых, оранжевых, коричневых тонах. И его полосы как бы разрезают планету поперек. Какая сила придала планете необычную окраску? Это бешеные ветры разгоняют потоки облаков в разные стороны. Недавно ученые выяснили, что бури вызывает постоянная смена течений в магнитном поле гиганта. Но это еще не все капризы погоды на газовом гиганте. Раз в 4-5 лет с полосами в атмосфере Юпитера происходят разительные изменения. Они начинают менять свой цвет, а иногда происходят настоящие катастрофы, в результате которых погода полностью меняется и пояса облаков перемешиваются. Получается такой себе многослойный коктейль,
который хорошенько взболтали соломинкой перед употреблением. Почему на газовом гиганте происходят подобные катаклизмы, пока неизвестно. Также не удалось выяснить изменение цвета знаменитого урагана Юпитера «Большое красное пятно». Иногда оно ярко-красное, как будто истекает кровью, а затем светлеет, теряет цвет. Возможно, здесь замешаны какие-то из 95 спутников Юпитера, которые, хоть и маленькие, влияют на жизнь газового гиганта, а заодно создают в небе собственные яркие шоу. И в этом ни одна из лун Юпитера не сравнится с Ио, которая запускает в космос яркие фейерверки, причем фактически без перерыва. Как это под силу небольшой Луне? Ио похожа на вулканический ад, и ее недавно признали самым геологически активным телом в Солнечной системе. Многочисленные вулканы днем и ночью озаряют Луну вспышками извержений, заливая ее поверхность озерами расплавленной силикатной лавы. Сатурн, как и Юпитер, тоже газовый гигант и окружен еще большей армией спутников. Их у планеты аж 147. Мы обязательно осмотрим самые интересные из этих лун. Но сначала отправимся к самому Сатурну, наиболее удивительной планете в Солнечной системе. Прежде всего, она знаменита своими кольцами. Подобные структуры есть у Юпитера, Урана, но они тусклые, слабые и меркнут по сравнению с яркими, сложными кольцами Сатурна. У него 7 основных колец, которые в свою очередь состоят из тысяч небольших колечек. Они слеплены природой из миллиардов частиц водяного льда, пыли и фрагментов камней. Размер последних варьируется от песчинок до глыб размером с гору. Но почему каменистые кольца так ярко сияют в небе? Основная причина заключается в водяном льде, который эффективно рассеивает солнечный свет. Кроме того, ученые предполагают, что кольца относительно молодые и, следовательно, еще не покрылись пылью. Астрономам эти замечательные объекты известны очень давно. Кольца Сатурна открыл Галилео Галилей еще в 1610 году. Но они до сих пор преподносят сюрпризы астрономам. Недавно с помощью инфракрасного телескопа обнаружено еще одно огромное внешнее кольцо – Феба на расстоянии 3,7–11,1 миллионов километров от планеты. Оно наклонено на 27 градусов по сравнению с остальными и вращается в противоположном направлении. Это настоящий гигант, на месте которого может поместиться множество планет, таких как Земля. Однако кольцо настолько разреженное, что наш космический корабль сможет пролететь сквозь него, не встретив ни единого обломка на своем пути. И еще кое-что Сатурн прячет внутри своих колец, как будто ему мало лун, он выращивает себе на будущее новые. Новорожденные спутники мы сможем увидеть в щелях Киллера шириной 35 километров и Энка в 325 километров. Предполагается, что именно они пробили в кольцах эти зазоры. Взрослые луны тоже вносят свой вклад в преобразование уникальных колец. Под воздействием гравитации спутников Сатурна в них возникают плотные участки, изломы, небольшие объекты. Их называют снежками или пропеллерами, соломинками, в зависимости от формы. Здесь больше всех отличился Энцелад. Этот спутник один из самых больших у Сатурна. Ухитрился создать целое кольцо. По мнению ученых, Энцелад сформировал его благодаря своим удивительным гейзерам, которые придают спутнику причудливый тигровый вид. Они извергаются из трещин на высоту 250 километров и состоят из горячей воды, наполненной частицами диоксида кремния. Часть вещества из этих струй падает обратно на поверхность, а оставшаяся образует кольцо И Сатурна. Маленькие спутники Сатурна не менее удивительные. Ближайший к нему Мимос представляет собой асимметричное яйцо, или скорее грубо слепленный снежок, почти полностью состоящий из водяного льда. Крошечное небесное тело прорезает гигантский кратер Гершель шириной 130 километров. Из-за этого Мимос напоминает звезду смерти из культовой киноэпопеи «Звездные войны». Еще одна луна Сатурна, Япет, может похвалиться необычной окраской. Разница между двумя полушариями спутника впечатляет. Одно из них светлое, а другое зловещее темное. Ученые до сих пор не разгадали загадку подобного распределения света. Другие планеты Солнечной системы и их спутники тоже по-своему поражают воображение.
Однако нам пора двигаться дальше. Мы будем искать самые красивые среди множества экзопланет, известных астрономам. Выбор очень широк, ведь практически на каждой экзопланете есть что посмотреть. Но мы, пожалуй, отправимся на расстояние 64,5 световых лет от Земли к HD 189-733b из созвездия Лисички. Это настоящий гигант, поскольку по массе экзопланета на 16,2% превышает Юпитер. Она смотрится в космосе как прекрасный ярко-синий шар. Однако в следующий раз, когда будете жаловаться на погоду, просто вспомните о HD 189-733b и порадуйтесь, что живете не в том мире. Экзопланета прекрасна, но условия на ней – настоящий кошмар. Погода там смертельно опасна. Кобальто-синим цветом планету окрасила туманная атмосфера, содержащая пропитанные стеклом облака. Они полны частиц кремния, которые из-за чрезвычайно высокой температуры конденсируются, образуя твердое стекло. Ветры на экзопланете достигают 7000 км в час. Стекло, разгоняемое его порывами с безумной скоростью, кружит вокруг нее и разрезает любую материю на своем пути. Все остальное на HD 189-733b тоже плохо. Этот горячий Юпитер выбрал место жительства буквально в объятиях своей звезды. Он делает полный оборот вокруг оранжевого карлика каждые 2,2 дня со скоростью 152,5 км в секунду. Так что давайте сделаем снимки удивительной планеты, а затем поскорее отправимся на поиски других живописных мест. Одну из них мы различим издалека благодаря яркому свету планеты и ее чудесному хвосту из водорода. Она так и манит райским отдыхом, но отправившись туда, мы опять попадем в сущий ад. Как же вы его представляете? Наверняка местом, где горит буквально все. Прямо в точку, если говорить о Gliese 436b. На экзопланете пылает даже лед, и зрелище получается просто фантастическое. Причем все происходит лишь в 33 световых годах от Земли, в созвездии Льва. Это похоже на замороженную планету Хот из фильма «Звездные войны», если полить ее сверху бензином и поджечь. Но что происходит с Gliese 436b? Она горит, поскольку температура на ее поверхности составляет 439 градусов Цельсия. Такой жар, конечно, может поджечь все на свете, хотя что-то опять не сходится. По всем законам физики лед не может оставаться полностью твердым при температуре выше точки плавления. В дело вмешались какие-то сверхъестественные силы. По словам ученых, ничего такого здесь нет. Просто гравитация планеты настолько сильна, что притягивает растаявшую ледяную воду к своему ядру, сжимая ее в твердую форму. Таким образом, вода не испаряется независимо от того, насколько глубоко на ее поверхности тает лед. И зрелище получается удивительным. Впечатление усиливает гигантский хвост планеты диаметром примерно в 50 раз больше родительской звезды Gliese 436, сравнительно небольшого красного карлика. Газовый гигант в 57 световых годах от Земли совсем другое дело. Он розовый и пушистый, так что наверняка сведет с ума поклонников этого романтического цвета. Даже НАСА он ошеломил своей окраской, а еще размером. Речь идет о экзопланете GJ504 из созвездия Девы. Этот колосс размером в 4 раза больше Юпитера из космоса выглядит как огромный розовый зефир. По какому рецепту Вселенная сотворила свой гигантский десерт? Ученые считают, что разгадка кроется в возрасте GJ504b. По данным НАСА, звездной системе экзопланеты всего 160 миллионов лет. А значит, GJ504b еще более молодая и горячая, хотя вращается в 8 раз дальше от звезды, чем Юпитер от Солнца. Ее газ не успел остыть и пока держит температуру примерно в 237 градусов Цельсия. Так что мы увидим розовый мир, все еще светящимся от жара. Благодаря этому небесный зефир удалось напрямую сфотографировать с помощью инфракрасного телескопа Subaru, расположенного на Гавайях. Но насколько бы ни были восхитительны и неповторимы экзопланеты, настоящим символом красоты Вселенной являются, конечно, звезды.
Эти сверкающие в ночном небе точки света очаровывали людей на протяжении веков. Наши предки создали тысячи мифов и легенд, пытаясь объяснить сияние их бесконечных огоньков. Сейчас мы уже давно знаем, что звезда представляет собой массивный газовый шар, состоящий в основном из водорода и гелия. Он светится благодаря процессу термоядерного синтеза в своем ядре. Но почему цвета у звезд разные, если все они состоят из одинакового материала и аналогичным способом поддерживают жизнь? Опытные космические путешественники знают, что цвет звезды зависит от ее температуры, которая, в свою очередь, связана с размером, возрастом светила и другими параметрами. Голубые звезды самые горячие, красные – холодные. Каждая из них по-своему великолепна. На звезды приятно не только смотреть, они играют ключевую роль во Вселенной, поскольку производят необходимые для жизни элементы, такие как углерод и кислород. После смерти светил все элементы распространяются по космосу. Это служит строительным материалом для новых звезд. История их рождения, жизни и смерти невероятно интересна. Но сегодня мы ищем в небе самые прекрасные светила. В ночном небе нам наверняка бросится в глаза голубоватый свет Сириуса в созвездии Большого Пса. Он находится очень близко, на расстоянии 8,6 световых лет от Земли, и является самой яркой звездой ночного неба. Его можно назвать гигантским мачо ночного неба. Температура поверхности Сириуса составляет около 9667 градусов Цельсия, а масса в 2 раза больше солнечной. Звезда сияет в 25 раз сильнее Солнца, и когда-то наши потомки смогут еще лучше рассмотреть ее красоту. Сириус приближается к Солнечной системе со скоростью 7,6 км в секунду, поэтому его видимый блеск медленно растет. Но и сейчас другим звездам трудно сравниться с великолепным Сириусом. Когда он находится низко в небе, то сверкает как алмаз. Голубой гигант так горит в небе, что полностью затмевает компаньона, белого карлика Сириуса Б. Он очень тусклый и маленький, но, как все белые карлики, невероятно тяжелый. Если условно зачерпнуть чайную ложку вещества из Сириуса Б, то она завесит 5 тонн. Маленький тяжеловес в небе не заметен, однако, по мнению астрономов, он сыграл важную роль в своей системе. Белый карлик раньше находился на стадии красного гиганта и активно сбрасывал в космос свои оболочки. Это вещество обогатило голубую звезду Сириуса металлами, и содержание железа в ней на 316% выше, чем у Солнца. Также спектр Сириуса А говорит о высокой концентрации в нем других элементов, тяжелее гелия. В созвездии Тельца нас тоже ослепит мощное сияние звезды, знаменитого Альдебарана. С Земли его легко найти даже без бинокля. Это одна из самых ярких точек в ночном небе. Оранжевый Альдебаран, как космический прожектор, озаряет все вокруг в 439 раз сильнее Солнца. И он в 44 раза больше. Представьте такого гиганта на месте нашего светила. Альдебаран вплотную бы приблизился к Меркурию. По мнению астрономов, звезда сильно расширилась с возрастом, когда прекратила ядерные реакции и начала сжигать внутри себя гелий. В отличие от Альдебарана, UX Тельца на расстоянии 450 световых лет от Земли очень молодая. Звезда, по мнению астрономов, похожа на Солнце, когда ему было всего 1 000 000 лет, но UX Тельца успела обзавестись причудливой внешностью. Внутри ее газопылевого диска зияет огромная дыра. Мы сможем оценить грандиозный масштаб этой пустоты, подлетев к звезде. Размер прорехи сопоставим с пространством между Меркурием и Плутоном. Правда, ранее ученые уже видели подобные дефекты в протопланетных дисках у молодых Солнц. Только все они напоминали просто пробелы в центре диска. Это могло происходить от воздействия излучения молодых звезд. Для UX Тельца такое объяснение не подходит. Ее прореха больше походит на слоеный пирог. Вплотную к звезде расположен очень толстый и плотный диск пыли. Затем идет разрыв, а далее снова такой же диск. Астрофизики полагают, что это удивительный случай раннего формирования в системе звезды планет
которые сыграли роль мощного пылесоса. Они вытянули своей гравитацией множество материала, очистив от него часть звездного диска. Сами планеты пока, правда, не нашли. Может быть, они прячутся от телескопов в самых плотных слоях газопылевого покрова UX-Тельца. В отличие от этих ярких звезд, Вольф-359 чрезвычайно слабый красный карлик, невидимый Земли без телескопа. Он к тому же холодный, с температурой по разным оценкам от 2200 до 2600 градусов Цельсия. Почти как у наиболее горячих экзопланет. В пример можно привести ВАСП-76b из созвездия Рыб на расстоянии 391 года от Земли. Экзопланета вращается почти вплотную к своему желтому карлику и всегда повернута к нему одной стороной. Температура на ее солнечном полушарии достигает 2400 градусов Цельсия. Вы спросите, в чем тогда красота тусклого холодного карлика? Почему он попал в наш маршрут, когда в небе полным-полно ярких больших звезд? У хилого светила есть джокер в рукаве, и оно пользуется этим козырем по полной. Все дело в том, что у красного карлика крайне вспыльчивый характер. Вольф-359 может увеличить свою яркость буквально на несколько минут, благодаря своему сильному магнитному полю. Во время наблюдений с помощью телескопа Хаббл было обнаружено 32 сильных вспышки в течение 2 часов. Так красный карлик периодически устраивает собственное эффектное небесное шоу. Впечатление от него мы получим не менее крутое, чем от сияния самых больших и ярких звезд. А звезда Y гончих псов поразит нас необыкновенным цветом. Чтобы с ней познакомиться, мы отправимся на расстояние в 310 световых лет от Земли, в созвездие гончих псов. И еще издалека увидим в небе гигантскую звезду. Давайте сравним ее с нашей Луной. Диаметр спутника Земли составляет около 3500 километров. Теперь представьте себе около 420 лун, выстроившихся бок о бок. Вот насколько велик красный гигант Y гончих псов. Его диаметр составляет примерно 1,5 миллиона километров. Если бы она оказалась на месте нашего Солнца, ее поверхность простиралась бы за пределы Земли. Но очень редкой эту звезду делает ее совершенный красный цвет. В этом вроде не должно быть ничего удивительного для красного гиганта, каким является Y гончих псов. На самом деле все красные звезды не такие уж красные, а скорее оранжевые. Исключение составляют редкие углеродные светила, и как раз к ним относится Y гончих псов. В его атмосфере больше углерода, чем кислорода, как у обычных звезд. Y гончих псов является полуправильной переменной звездой, и это добавляет ей пикантности. Яркость светила меняется со временем. Иногда оно может безумным светом озарять небо, а порой становится почти тусклым. Подобные изменения яркости происходят потому, что звезда пульсирует, сильно сжимаясь и расширяясь с течением времени. Во Вселенной еще много прекрасных светил, и какое краше всех во многом вопрос вкуса. Мы же сегодня предлагаем отдать пальму первенства Кастору из созвездия Близнецов. Удивительное солнце, как новогодняя гирлянда, сияет в небе разноцветными огнями. Но почему одна звезда, вопреки всем правилам, пестрит разными красками? Или это некая праздничная локация, созданная самой Вселенной? На самом деле, никаких тайных или сверхъестественных смыслов здесь, конечно, нет. Просто Кастор виден с Земли как тройная система. В реальности же у него аж 8 компонентов. Среди них есть белые, бело-голубые, красные и желтые звезды, а также коричневый карлик. Вот такая разноцветная звездная гирлянда постоянно горит в нашей галактике Млечный Путь. Причем всего в 50 световых годах от Земли. Большинство звездных систем гравитационно связаны со своими соседями и образуют галактики, которые также заполнены межзвездным газом и пылью. Но галактики не просто хаотичные сборища светил, планет и других небесных тел. Они образуют удивительные по структуре, цвету, составу и другим параметрам структуры. Их форма поразительно разнообразна. Как говорится, на любой вкус.
Великолепные спирали, светящиеся овалы, яркие линзы, причудливые медузы и луковицы. Давайте поищем те из них, которые наиболее живописны. Нас точно впечатлит компактная группа галактик «Квинтет Стефана». Мы найдем ее в созвездии Пегаса, примерно в 290 миллионах световых лет от Земли. 4 из 5 галактик в этом квинтете исполняют сложный гравитационный танец, приближаясь друг к другу и иногда сталкиваясь. А 5-я как бы спокойно наблюдает за этой пляской в 40 миллионах световых лет от Земли. Во время путешествия к квинтету Стефана мы сможем полюбоваться широкими хвостами газа и пыли у звезд, выброшенных из галактик в результате их гравитационных взаимодействий. Также увидим огромные ударные волны, когда одна из галактик, NGC 7318b, пробивает скопление. Динамичность этому галактическому представлению добавляет NGC 7319. Галактика содержит ядро, в центре которого находится очень активная гигантская черная дыра. Горячий газ аккреционного диска монстра сияет в небе. Иногда его заслоняют огромные джеты, яркие струи плазмы, которые дыра выбрасывает далеко в космос из своего нутра. А дальше от центра скопления расположены сверкающие скопления миллионов молодых звезд и целые регионы активного звездообразования. Неспокойная обстановка квинтета Стефана, по словам астрономов, способствует активному формированию светил. Космические катастрофы вообще считаются одной из основных причин вспышек звездообразования в галактиках. Так, орбитальный телескоп Хаббл на расстоянии в 199 миллионов световых лет сфотографировал жуткое столкновение галактик NGC 2444 и NGC 2445. Они образовали область ARP-143 протяженностью 180 тысяч световых лет. После столкновения галактика NGC 2445 приняла странную треугольную форму. Голубой цвет ей придает активное образование звезд, которое началось там после катастрофы. Это часто происходит в результате столкновения гигантских галактик. После события возникают гравитационные волны, которые приводят к сжатию газа. Со временем такие сгустки превращаются в новые светила. На фотографии Хаббла можно также заметить, как голубой треугольник притягивается к галактике слева – NGC 2444. Он проиграл гравитационное перетягивание канатов со своей соседкой. Теперь победитель подтаскивает NGC 2445 поближе, чтобы легче было выкачивать из побежденного соперника его звезды и газ. Астрономы говорят, что это стало причиной вспышки звездообразования не только в галактике NGC 2444, но и в голубой NGC 2445. Светила, конечно, являются главным украшением своих галактик, но не всегда. Вот один из удивительных снимков космического телескопа Джеймс Уэбб. На переднем плане звезд не видно, тем не менее, согласитесь, зрелище потрясает. Все в том мире кипит, движется и сверкает, как на одном из лучших из кадров крутого фантастического блокбастера. Но что в реальности представляет собой этот чудовищный фиолетовый водоворот? Такой мы увидим спиральную галактику NGC 628 или М74. Она расположена в созвездии Рыб на расстоянии 35 миллионов световых лет от Земли. Плотные нити пыли и газа галактики блокируют свет большинства звезд. Только некоторым светилам удается пробить своим светом толстую завесу, потому мы увидим их во время нашего путешествия издалека. Также сможем наблюдать последствия взрывов сверхновых в области формирования новых звезд, которые делают картину невероятно динамичной. В этом загадочном водовороте вообще столько деталей, что от него трудно оторвать взгляд. Но, наверное, ни одна галактика не сравнится с Мессие-63 из созвездия Гончих Псов. Она напоминает одно из самых прекрасных творений природы – цветок. Эта спиральная галактика находится на расстоянии 57 миллионов световых лет от нашей планеты и похожа на подсолнух, будто сошедший из картины Ван Гога. Галактический цветок состоит из центрального диска, который окружают короткие спиральные рукава-лепестки. Каждый лепесток соткан из миллионов великолепных сине-белых звезд. Космический подсолнух обладает фантастическим свойством по сравнению с земным.
Он как хамелеон постоянно меняет свои цвета. Астрономы всегда видят его сердцевину ярко-желтой, а лепестки то молочно-белыми, то фиолетовыми, синими или коричневыми. Ученые пока не знают, почему так происходит, но надеются вскоре разгадать эту тайну. А мы тем временем постараемся заглянуть в другие загадочные области Вселенной, красота которых скрыта за густой туманной пеленой. Они так и называются туманностями и могут простираться на миллионы световых лет. По сути, это просто сгустки газа и пыли, но природа с особым мастерством сумела превратить их в самые восхитительные области пространства. Туманности очень часто имеют яркие цвета и замысловатые формы. Некоторые из этих облаков являются рассадниками новых звезд, другие представляют собой остатки взорвавшихся старых светил. Зачастую их озаряет свет близлежащих солнц, которые заставляют туманности светиться, создавая потрясающие виды. На этой картине телескоп Джеймс Уэбб показал пейзаж, который напоминает скалистые горы в лунный вечер на Земле. Так выглядит область NGC 3324 в туманности Киля. Ее пористый ландшафт вырезан среди тумана интенсивным ультрафиолетовым излучением и звездным ветром чрезвычайно массивных горячих молодых светил. Горячие точки на заднем плане картины уже не звезды, а очень дальние галактики. Голубоватая дымка, которая, кажется, поднимается с небесных гор, на самом деле представляет собой горячий ионизированный газ и пыль. Их выбрасывает из туманности непрерывное излучение молодых звезд. Уэбб также рассмотрел под плотным покрывалом пыли джеты, выбросы плазмы таких светил. Еще сильнее сияет звездным светом туманность «Бабочка» или NGC 6302. Чтобы ее увидеть, нам придется полететь на расстояние около 4000 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона. Путь не близкий, но небесная бабочка того стоит. Ее крылья кишат горячими звездами температурой около 250 градусов Цельсия, и она просто горит в небе. Но какие силы смогли придать обычной туманности такую потрясающую форму? Возможно, центральная звезда NGC 6302, которая скрыта за пеленой газа и пыли, слилась со своим компаньоном или же высосала его материю, либо сложные магнитные поля перепутались друг с другом. Изысканная структура NGC 6302 также связана с особенностями движения внутри нее потоков газа и пыли. Во внешних частях туманности они перемещаются достаточно быстро. В то же время материал рядом с центральной звездой расширяется намного медленнее. Обе струи сталкиваются друг с другом на скорости до 800 км в секунду. За счет этого крылья бабочки наполнены разноцветными газопылевыми узорами. Трудно представить что-либо прекраснее этой туманности. Однако такая область существует. Столпы творения. Без них в нашем путешествии никак не обойтись. Так несколько пафосно называется большая структура в туманности Орла. Но это действительно непревзойденная по красоте область космоса. Из обычных пыли и газа природа создала удивительные колонны, которые подсвечивают интенсивным ультрафиолетовым излучением огромные молодые звезды. А новые светила, скрытые за призрачными спиралями пыли и газа, тем временем готовятся выйти из своих коконов на свет. Этот регион представляли на своих снимках космические телескопы Хаббл, Джеймс Уэбб и другие обсерватории. И всегда количество восхищенных комментариев пользователей зашкаливало за все мыслимые пределы. Но вдруг они сменились отчаянием. Причиной стало одно из исследований НАСА, в котором говорилось о разрушении легендарных космических столпов. Результаты показали, что сверхновая внутри туманности уничтожила потрясающую структуру. К счастью, все оказалось не так плохо. Новые исследователи говорят о том, что непревзойденные по красоте столпы творения все еще существуют. Вероятно, они сохранятся в течение следующих нескольких сотен тысяч лет, прежде чем медленно растворятся внутри туманности. Так что делаем побольше снимков, пока эта область четко выделяется в небе. А затем полюбуемся еще одним космическим цветком – водородной туманностью, которая по форме и цвету напоминает алую розу. Она распустилась в созвездии Единорога,
на расстоянии 5000 световых лет от Земли. Эта туманность – розетка или NGC 2237 массой около 10 тысяч солнечных. Своей невероятной формой она обязана ветрам и излучению центрального скопления горячих молодых звезд. Светила разогревают окружающий газ до температуры порядка 6000 градусов Цельсия, заставляя его излучать в рентгеновском спектре волн. А что за темные пылевые волокна пронизывают всю туманность? Так выглядят коконы, в которых массово формируются звезды. Лепестки космической розы тоже представляют собой настоящие звездные ясли, где подрастает множество младенцев. Сначала эти звезды погружены в пылевые облака, в которых сформировались, поэтому новорожденных нельзя увидеть в оптических лучах. Но спустя некоторое время мощное излучение звезд сдувает плотные облака прочь и ионизирует окружающий газ, заставляя его ярко светиться. Смесь этого света и темной пыли образует сложные узоры, напоминающие клубящиеся вокруг огня облака дыма. Картину дополняет быстро движущиеся молекулярные сгустки, происхождение которых остается загадкой. В отличие от ветреной розы, в самой живописной туманности созвездия Стрельца должно быть тихо и спокойно. По крайней мере, если судить по ее названию – лагуна. На самом деле это далеко не тихая гавань. В космической лагуне кипят настоящие страсти. Туманность полна турбулентных газов и клокочущего звездного ветра. Ее пронизывают светом множество массивных звезд. А в центре в 2 миллиона раз ярче Солнца сияет самое крупное светило. Картина просто завораживает, и много уникальных снимков нам обеспечено. Однако до лагуны придется преодолеть расстояние более чем в 5000 световых лет. Правда, в темную ясную ночь яркая туманность видна с Земли невооруженным взглядом. Ну а если заглянуть дальше, то на расстоянии 6300 световых лет в созвездии Тельца мы обнаружим еще одну потрясающую туманность. Она похожа на удивительно яркого краба, потому названа крабовидной. В центре туманности находится крошечный голубой пульсар. Эта очень горячая нейтронная звезда образовалась после взрыва сверхновой и окружила себя туманным покрывалом размером более чем в 6 световых лет. Необычный вид туманности придают многочисленные сгустки и волокна газа. Хотя главная ее загадка – газовый тор, который представляет собой вращающийся объект в форме бублика. Он смотрится как полоса, с востока на запад пересекающая область пульсара, и на 95% состоит из гелия. Каким образом в туманности появилась столь странная структура, ученые пока точно не выяснили. Также им непонятно, почему в последнее время туманность утрачивает яркость, и в то же время с 2010 года в области Тора постоянно регистрируются сильные гамма-вспышки, которые яркими фейерверками озаряют небо. Туманности из мастерской Вселенной, несомненно, выходят крутыми. А что можно сказать о самых опасных объектах космоса? У них дурная репутация из-за привычки пожирать вокруг себя всю материю без разбора. Понятно, что речь идет о черных дырах. Раньше об их существовании было известно лишь теоретически, но в последнее время уже получены реальные снимки 2 черных дыр. И, как оказалось, эти монстры отличаются потрясающей красотой, подобно всем творениям Вселенной. Сначала астрономы сделали снимок сверхмассивной черной дыры массой в 6,5 миллиардов Солнц. Монстр находится в центре галактики М87 на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли. Затем получено изображение Стрельца А со звездочкой в центре Млечного Пути. Он намного ближе, в 27 тысячах световых лет от Солнца и всего в 4,3 миллиона раз массивнее нашей звезды. Несмотря на разницу в параметрах, мы видим, что дыры похожи как сестры-близнецы, и обе прекрасны. На каждом снимке красным цветом пылает аккреционный диск, материя, вращающаяся вокруг черной дыры при экстремальных температурах. А в центре наблюдаемая темная область, известная как гравитационная тень. Или, иными словами, это само тело черной дыры. Наверное, другие монстры тоже будут один в один с этими участниками первых фотосессий. Впрочем, пока окончательные выводы делать рано. Других снимков черных дыр в настоящее время нет.
Астрономы говорят, что получить кадры такого огромного монстра вообще очень трудно. К тому же его аккреционный диск вращается невероятно быстро. Например, чтобы сделать четкий портрет Стрельца со звездочкой, ученые обработали на суперкомпьютерах миллионы различных изображений. При этом они потратили время, эквивалентное работе 2000 ноутбуков на полной скорости в течение года. Но почему в фантастическом фильме «Интерстеллар» дыра Гаргантюа вот такая, а не как у астрономов? Да, и у НАСА есть изображение черных дыр подобной конфигурации. В связи с этим у многих из нас возникает вопрос: какой вид черной дыры подлинный? По словам специалистов, оба изображения верны. А разница объясняется тем, что черные дыры показаны под разным углом. Если смотреть на этих монстров перпендикулярно аккреционному диску, они будут такими, как на фототелескопах. Но если сдвинуть точку обзора под углом 90 градусов, все станет выглядеть иначе. Свет позади объекта будет преломляться над горизонтом событий и пробиваться к его передней части. В данном случае мы увидим обратную и переднюю сторону диска дыры одновременно. Она получит как бы круговой ореол и полоску света внутри, как у Гаргантюа. На черных дырах мы, пожалуй, остановимся, вернее, подальше от них, чтобы не угодить в гравитационный капкан какого-нибудь монстра. Мы осмотрели столько невероятных по красоте мест, что больше уже будет перебором. Пора домой, где можно не спеша рассортировать снимки, разобраться в собственных впечатлениях. Но на подлете к родным местам нас ждут главные бонусы. Мы увидим со стороны Млечный Путь. Пока это возможно только теоретически. Астрономы не могут наблюдать нашу галактику извне, ведь находятся внутри нее. Популярное изображение Млечного Пути основано на научных наблюдениях за 2,5 миллионами звезд нашей галактики. Однако внутренняя структура и история Млечного Пути еще не очень понятны. Прежде всего, это связано с трудностями точного измерения расстояния до звезд во внешних районах галактики. Сейчас принято представлять Млечный Путь в форме сияющего диска в окружении гало темной материи. Посередине находится утолщение или балдж. Диаметр диска составляет более 100 тысяч световых лет. От него расходятся спиральные рукава, наполненные миллиардами ярких звезд. Примерно 10 миллиардов из них образуют так называемую перемычку. Наша галактика – очень большой диск диаметром 105 тысяч световых лет. Он вырос до нынешних размеров в результате смертельной борьбы. На протяжении всей своей истории Млечный Путь поглощал другие галактики. В настоящее время он поедает карликовую галактику Большого Пса, добавляя ее звезды к своей спирали. Все, казалось бы, с внешностью Млечного Пути понятно. И вдруг ученые решили ее изменить. Польские астрономы выдвинули версию, что диск галактики не плоский, а с S-образным искривлением, то есть на одном конце Млечный Путь закручивается вверх, а на другом – вниз. Другое исследование вообще обнаружило большую прореху в одном из рукавов нашей галактики, да еще и с торчащей из нее, как заноза, непонятной структурой. Диаметр разрыва довольно велик, около 100 тысяч световых лет. Какая небесная сила почти полностью разорвала рукав и загнала в него занозу из звезд и туманностей? Пока ученым это неизвестно. Однако уже ясно, что наше видение Млечного Пути со временем будет меняться. Пусть так. В любом случае у нас нет повода сомневаться в красоте своего большого космического дома. Но самое трогательное и до боли в сердце прекрасное зрелище еще впереди. Ближе к дому мы увидим Солнце. Все отлично знают, как выглядит наша звезда, ведь она участвовала в миллионах фотосессий. Но может Солнце решит нас удивить? Например, встретит улыбкой. Вот такой. Эта обсерватория солнечной динамики НАСА поймала нужный момент и показала нам, как Солнце смеется. Необычную форму, похожую на лицо, создали корональные дыры звезды, которые выглядят как темные пятна в ультрафиолетовом свете. Эти дыры могут достигать безумных размеров. В конце 2023 года ученые обнаружили на Солнце пятно гигантского размера, которое было шире, чем 60 земель. Беспрецедентный размер, даже когда светило подходило к пику своей активности.
А вскоре мы увидим самую главную картину. Вот эту. Всего лишь бледно-голубую точку в небе, но это наша Земля. Именно такое ее наблюдал Voyager 1, когда навсегда удалялся от своей планеты. Потому, наверное, фото обычно немного навевает грусть. Впрочем, к нам это не относится. Мы возвращаемся домой и только порадуемся при виде этого нежно-голубого пятнышка в небе. Постепенно оно превратится в огромный голубой шар, на котором уже можно будет различить океаны и континенты. Чем ближе к Земле, тем более фантастическими будут пейзажи. Вот здесь вы видите не картину художника, а всего лишь вид из космоса полей Восточной Европы. Или еще снимок. На нем граница между Индией и Пакистаном. Сияет ночью с орбиты Земли, как миллионы светлячков. И даже бесплодная пустыня в Саудовской Аравии выглядит как нечто неземное. Что может быть прекраснее во всей Вселенной? Наверное, большинство жителей Земли вручат пальму первенства своей планете, потому что она наша и действительно уникальна по красоте. Но мы, космические путешественники, побывали сегодня и в других потрясающих местах. Может, кто-то захочет отдать свой голос за какую-нибудь другую далекую планету, или ему покажется интереснее Солнца чужая звезда. Хотя бы потому, что они поражают новизной и дарят неизвестные ранее впечатления. В любом случае, нам есть что вспомнить о красоте Вселенной, глядя в ночное небо. Там бесконечно много потрясающе прекрасных, безумно интересных мест. И да, тут всем нам, наверное, придет в голову одна мысль. Не пора ли готовиться к следующему космическому путешествию, чтобы на них посмотреть?